Собака с тростью в зубах умоляла полицейского о помощи. Правда заставила всех плакать. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. В небольшом прибрежном поселке Сильвер-Крик большинство жителей воспринимали Эдгара Линча как тихого, почти незаметного пожилого мужчину, который жил один в маленьком домике неподалеку от старой пристани. Его жена ушла из жизни много лет назад, дети разъехались по разным городам, и единственным существом, заполнявшим его дни, был Джек, белый лабрадор с мягкой шерстью и внимательными темными глазами, в которых всегда светилась преданная любовь. Каждое утро Эдгар, едва слыша утренний прибой, на ощупь находил на кухонном столе кружку, заваривал крепкий чай, аккуратно брал свою специальную палку для слабовидящих, тонкий металлический стержень с ярким наконечником, и выходил вместе с Джеком на медленную прогулку по узкой тропе, петлявшей между песчаными дюнами и низкими кустами. Лабрадор неизменно шел на несколько шагов впереди, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, что хозяин идет за ним, а когда наконечник палки Эдгара касался камешков или коряк, Джек делал короткую остановку, словно подстраивая свой ритм под ослабевшие шаги человека. Это была их ежедневная музыка движения, простая мелодия, которая помогала Эдгару чувствовать себя частью мира, несмотря на тускнеющий взгляд. Утро в тот день ничем не отличалось от прежних. Влажный воздух, соленый запах моря, далекие крики чаек. Но на середине маршрута нога Эдгара неожиданно попала в углубление между корнями старого дерева, скрытое слоем песка и сухих листьев. Он потерял равновесие. Палка выскользнула из его руки, и резкая боль прострелила бок и бедро, заставив тело обмякнуть и упасть на землю. Джек, услышав глухой звук падения, сразу повернулся обратно, подбежал к хозяину и начал тихо поскуливать, обнюхивая его лицо, пытаясь понять, что произошло. «Я в порядке, мальчик, все хорошо», — прошептал Эдгар, но собственный голос звучал слабее, чем он ожидал. Он попытался приподняться, однако боль накатывала волнами, делая каждое движение невозможным. Мир вокруг казался слишком пустым, слишком широким, а над ухом слышался лишь шорох ветра в сухой траве. Он позвал на помощь, но в ответ раздавалось лишь дыхание моря. Джек издал тревожный лай, то тихий, то громкий, и снова прижался к Эдгару. Прошли долгие часы, солнце поднялось выше, начало понемногу клониться к горизонту, окрашивая песок в теплый золотистый цвет. Жажда обжигала горло Эдгара, каждый вдох отдавался болью. «Джек, иди, найди кого-нибудь», — едва слышно попросил он. Лабрадор застыл, будто пытаясь понять, правда ли хозяин хочет, чтобы он ушел. Он осторожно коснулся влажным носом щеки Эдгара, потом повернулся к лежавшей неподалеку палке. Несколько секунд Джек ее изучал, затем взял аккуратно в зубы за рукоять и поднял, слегка шевеля хвостом, словно говоря «Я понял». Он оглянулся на хозяина в последний раз, затем побежал к дороге, оставляя цепочку быстрых следов на земле. На главной дороге офицер полиции Джулиан Пирс только что закончил патрулирование на своем внедорожнике и собирался возвращаться к станции, когда из ослепящего солнечного света на обочине показалась фигура крупного белого пса, который явно хромал и тащил перед собой длинный блестящий предмет. Джек остановился прямо перед машиной, опустил палку, громко залаял, затем снова поднял ее и сделал несколько шагов назад, глядя прямо на офицера. Джулиан нахмурился и тихо сказал: «Эй, дружок, что у тебя там?»
Но Джек не двинулся с места, лишь снова залаял и отступил еще на шаг, будто приглашая идти за ним. Пирс взял фонарик и последовал за собакой, пробираясь через густые кусты и песчаные бугры. Спустя несколько минут луч фонаря выхватил из тени фигуру, лежащую на земле. Бледный и неподвижный старик, с вытянутой рукой, будто пытавшийся дотянуться до палки. Рядом, на земле, отчетливо виднелись следы зубов на ручке металлического стержня. Джулиан опустился на колени, проверил пульс и сразу вызвал помощь. Позже, уже в больнице, когда Эдгар очнулся в чистой светлой палате, ощущая тепло одеяла и мягкое шипение кислорода, он сразу заметил рядом свернувшегося Джека, который едва держался от усталости, но упорно не отходил от хозяина ни на шаг. Врач, улыбаясь, рассказал, что лабрадор самостоятельно вынес палку на дорогу, остановил патрульную машину и буквально заставил офицера идти за ним, пока не привел его к Эдгару. Глаза старика наполнились слезами. Он нашел его и принес мой ориентир. Мой мальчик всегда знал, что мне нужно. Прошептал он, гладя Джека за ухом. Офицер Пирс, стоявший рядом, добавил: «Он ни за что не позволил бы мне уйти, пока я не последовал за ним. Ни за что». История быстро разлетелась по местным радиостанциям, затем по региональным новостям, а позже и по всей стране. Заголовки пестрели словами: «Лабрадор-спаситель вывел полицию к слабовидящему хозяину, таща его специальную палку». В дом Эдгара начали приходить письма со всего света. Одни называли Джека героем, другие — чудом, третьи — ангелом в собачьем обличье. Когда через несколько недель Эдгар вернулся домой, он аккуратно повесил свою палку на крючок возле двери следы зубов. Он не стал шлифовать и не собирался. Они стали частью их истории, напоминанием о том, что любовь не знает преград. Каждое утро он клал руку на голову Джека и тихо говорил: «Ну что, дружок, готов? Пойдем прогуляемся». И где-то между солеными ветрами, мягким песком и теплым светом их следы снова переплетались, оставляя на земле доказательства того, что настоящая преданность всегда находит дорогу, даже когда глаза видят лишь тень мира. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.